Привет, армия. Всплыли последние новости о Тэхёне. Одна из самых обсуждаемых связана с его рассказом о концерте Хобби. На этот раз он привлек наше внимание не только своим захватывающим выступлением, фирменным стилем и всегда яркой внешностью, но и чем-то гораздо более личным. В недавнем клипе Тэхён откровенно рассказал о своих чувствах во время концерта, и тех из нас, кто следил за его историей с Чингуком, поразила одна деталь. Он рассказал, что, наблюдая за выступлением Хобби, в какой-то момент не смог сдержать эмоций и тихонько прослезился. Он также рассказал, что когда Чингук вышел на сцену, чтобы спеть с Хобби, у него в горле встал ком, это его глубоко тронуло, и он даже признался, что тогда ему было неловко. Именно это и привлекло наше внимание больше всего, потому что редко можно увидеть, чтобы он так открыто говорил о том, как на него влияют эмоции, особенно когда речь идет о Чингуке. Видеть, как Тэхён говорит так, без фильтра, показывая то, что он чувствует, не боясь осуждения, показывает, что этот момент был для него особенным. Концерт в Хобби был, конечно, важен, но для многих самым важным было снова увидеть Тэхёна и Чингука в одном помещении, смотрящих друг на друга, поддерживающих друг друга и заботящихся друг о друге. Во время шоу Чингук и Тэхён подарили несколько запоминающихся моментов. Эти маленькие детали, если на них обратить внимание, раскрывали больше, чем казалось. Интересно, что в этом последнем видео Тэхён показывает, что момент появления Чингука на сцене оказал на него настоящее влияние. Это было не просто волнение от выступления или ностальгия по прошлому, это было нечто более глубокое. Он вспоминал о том, что они пережили вместе на сцене, годы, которые они провели вместе, опыт, который объединял их не просто как коллег, но как пару. В этих воспоминаниях была нежность, гордость, даже намек на меланхолию. Тэхён не говорил этого прямо, но это чувствовалось. Когда он описывал ком в горле, когда увидел Чингука, невозможно было не представить себе силу их связи. В его словах была близость, которую невозможно подделать. Чингук был не просто товарищем по группе, он был не просто тем, с кем он работал годами, он был кем-то важным в ее жизни, тем, кто вызывал неконтролируемые эмоции. Многие фанаты заметили реакцию Тэхёна прямо перед тем, как Чингук вышел на сцену. Этот пристальный взгляд, прикусывание губы, словно что-то сдерживающее, выдал больше, чем он мог выразить словами. Это была смесь восхищения, любви, возможно, намека на беспокойство. Он смотрел на нее с таким вниманием, которое уделяешь только тому, кто тебе действительно дорог. Недавно мы получили новости о Тэхёне, и на этот раз мы видели, как он тренируется. Если есть что-то, в чем мы уже уверены, так это то, что Тэхён всегда умудряется нас удивлять, и его телосложение – часть этого. На этот раз он поделился коротким видео, где он тренирует руки, и у него это получилось так хорошо, что было легко пересматривать клип несколько раз, не только из-за его невероятного выступления, но и потому, что он показывал часть его повседневной жизни, которой он редко делится. Мысль о том, что Чингук так долго тренировался с ним, делает это еще более особенным. Практически невозможно представить Чингука без Тэхёна, потому что они построили очень интимную и связанную жизнь. Они двое предпочитают жить в отношениях конфиденциально, не раскрывая всех подробностей. Однако, когда они чувствуют, что настало подходящее время, они находят тонкие способы рассказать нам что-то о себе. Иногда они делают это с помощью фотографий, иногда с помощью прямых трансляций или даже с помощью небольших жестов, которые могут заметить только те, кто внимательно следит за ними. Это их способ говорить, не говоря ничего прямо. Отношения между Тэхёном и Чингуком не нуждаются в документальных доказательствах, чтобы казаться реальными. Их связь ощутима в том, как естественно между ними происходят вещи, в том, как они смотрят друг на друга, в том, как они поддерживают друг друга, в том, как комфортно они чувствуют себя вместе. Со временем многие люди пытались усомниться в их отношениях, всегда находились те, кто находил причины дискредитировать или поставить под сомнение их. Но правда в том, что они никогда не были порознь, они всегда были рядом друг с другом, как любая влюбленная пара, в хорошие времена, трудные времена, спокойные времена и напряженные времена. Именно это делает их связь подлинной. Дело не в том, чтобы постоянно показывать это, дело в том, чтобы по-настоящему жить этим. Один особенно запоминающийся момент был, когда Тэхён сказал, что он почувствовал себя подавленным и в конце концов заплакал, увидев Чингука на сцене с Хобби. Эти эмоции не возникли просто так, они отражали глубину их чувств друг к другу.
Со временем они казались более расслабленными, более комфортными в том, что они разделяли, более свободными показывать себя такими, какие они есть на самом деле, и это было также очевидно в том, как они подходили друг к другу, как они смеялись вместе, как они наслаждались обществом друг друга. Каждый раз, когда они появляются на камеру или делятся чем-то, становится ясно, что между ними стало больше доверия и привязанности. Отношения Тхэкука не нуждаются во внешнем подтверждении, они знают, что у них есть. Они явно заботятся, понимают и любят друг друга. Они показывали это не раз, хотя и не явными словами, скорее в том, как они живут вместе. То, чем они поделились на этот раз, короткое видео с тренировкой, может показаться простым, но на самом деле оно рассказывает часть их истории. Это взгляд на их повседневную жизнь, как они делят время и пространство, как они выросли вместе, как в личном, так и в эмоциональном плане. Теперь, когда у них обоих больше контроля над своей личной жизнью и тем, что они предпочитают показывать, им, кажется, комфортнее быть самими собой, не слишком беспокоясь о том, что могут сказать другие, и это укрепило их отношения, они кажутся ближе, счастливее, и да, более влюбленными, им не нужно скрывать или показывать это, они просто живут этим. В том, как Тэхён и Чингук взаимодействуют, есть что-то такое, что давно приковывает внимание. Это не только их взгляды или жесты, это энергия, которая превосходит границы. Когда они вместе, им не нужно много говорить, чтобы понять друг друга. Они как будто точно знают, что думает или чувствует другой. Иногда взгляда, прикосновения руки или общего молчания достаточно, чтобы все стало понятно между ними. На протяжении многих лет фанаты замечали моменты, когда их близость кажется непринужденной. Она ощущается совершенно естественно, что-то, что просто течет естественно, когда они вместе. Например, они держатся за руки, как будто это самое обычное дело в мире. Они массируют друг другу плечи или спины. Они смотрят друг на друга тихо, с тем умиротворением, которое не всегда можно увидеть среди участников группы. И важно помнить, что эти жесты не всегда видны у всех. Конечно, между всеми участниками есть привязанность. Вы можете чувствовать их как семью, но отношения Тэхёна и Чингука другие. Интересно, что они демонстрируют эти жесты не только перед камерами, они также делают это за кулисами, вдали от зрителей. Есть кадры, на которых они за несколько мгновений до выхода на сцену для концерта мысленно готовясь. В эти моменты один из них всегда уделяет внимание другому. Иногда Чингук подходил к Тэхёну и шептал ему что-то на ухо таким тихим голосом, что никто его не слышал. В других случаях Тэхён клал руку на спину Чингука, как будто пытаясь утешить его. Эти сцены, хотя и короткие, многое раскрывают об их отношениях, простые жесты, но наполненные привязанностью, доверием и любовью. Одним из самых запоминающихся моментов для поклонников стал момент, когда Тэхён признался, что почувствовал сдавливание и даже заплакал, увидев Чингука на сцене с Хобби. Он сказал это не просто как случайный анекдот, он поделился этим с откровенностью, которая тронула многих, потому что такие эмоции не возникают просто так, из воздуха, они не просто связаны с групповой гордостью или мимолетной радостью, они представляют собой нечто более глубокое. То, что Тэхён чувствовал в тот день, было отражением очень крепкой связи, той, что строилась со временем, с опытом, с постоянной поддержкой и с любовью. С годами изменилось то, как они относятся друг к другу, они кажутся свободнее, более уверенными в том, что у них есть, и как они это показывают, они больше не так сильно заботятся о том, что говорят или думают другие, если они хотят обняться, они это делают, если они хотят остаться рядом, они тоже это делают, они тепло смеются вместе, как будто вокруг никого нет. Как будто весь мир может подождать. Естественность, с которой они делят время и пространство, делает их отношения такими подлинными. Нет необходимости в громких заявлениях, их действия говорят сами за себя. Есть также что-то особенное в том, как они заботятся друг о друге. Во многих интервью или записях можно увидеть, что они всегда уделяют внимание друг другу. Если Чингук устал, Тэхён сразу же замечает это. Если Тэхён тише обычного, Чингук сопровождает его, не будучи назойливым. Они понимают друг друга с легкостью, которую не нужно объяснять. И хотя они иногда пытаются скрыть или преуменьшить это, их реакции выдают это. Всегда есть жест. Взгляд, улыбка, которая подтверждает то, что многие уже чувствовали, то, что было между ними, было настоящим. Это были отношения, которые стали зрелыми, выдержавшие давление славы, напряженность работы и постоянное воздействие. Немногим удается сохранять такую близость так долго, но им это удалось, и они не только сохранили ее, но и укрепили. You know I'm always on
this.